Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал! В этом видео, как и обещала, я покажу вам, как сделать вот такие замечательные красивые цветы с использованием насадок. Ничего сверхсложного здесь нет, поэтому видео подойдет для начинающих. Ставьте лайк, подписывайтесь, приятного просмотра! Для этих пряников я использовала глазурь таких же цветов, как и в предыдущем видео. Желтая, зеленая, фиолетовая и розовая в консистенции для цветов. Также нам понадобится отдельный корнет и насадки. Вот такая для лепестков, она у меня самая маленькая, и еще одна такая насадка размером побольше. А также понадобится насадка самая обычная, номер 1 для линий. Я забыла ее здесь показать. Я буду использовать две консистенции. Первая вот такая густая. Когда я ее мешаю ложкой, остаются четкие следы, и они не пропадают. Глазурь хорошо держит пики, пики не опадающие, стойкие и четкие. В такой глазури ложка должна стоять и не падать, но при этом глазурь мягкая, ее не тяжело мешать, она как хорошо взбитый стойкий крем. Такой глазурью можно делать цветы с тонкими лепестками, например, такие как розы, хризантемы и другие цветы. Вторая консистенция помягче. Когда я мешаю эту глазурь, следы также остаются и не пропадают, но они не такие четкие, более мягкие. Пики тоже она держит хорошо, но они тоже мягче, могут слегка наклониться на конце, но не опасть. Такой глазурью тоже можно делать цветы, листья, а также цветы без использования насадок, как в моих видео. Видео о том, как сделать такие цветы без использования насадок, есть у меня на канале, я обязательно оставлю ссылки в описании под этим видео. У свободного чистого корнета мы отрезаем кончик, кончик отрезаем широкий размером с насадку, чтобы она легко поместилась в отверстие, но не выпадала из него. Она может торчать из корнета на 5-10 мм, этого будет достаточно. Далее у корнета с глазурью отрезаем кончик, тоже широкий, чтобы размер выходного отверстия для глазури был не меньше, чем окружность насадки, иначе глазурь будет выходить тонкой линией из насадки, а не той ширины, которая предполагает насадка. Это испортит цветы. Как всегда, я рекомендую потренироваться на бумаге. Обязательно нужно определить центр цветка и лепестки, иначе он будет несимметричный. Я отмечаю только центр, так как лепестки у нас определены формой самого пряника. Если же это пряник круглый, например, то сделайте разметку лепестков, то есть разделите круг на 6 равных частей. Корнет с насадкой нужно держать не вертикально, как я сейчас показываю, а под наклоном. Насадка должна быть повернута широкой стороной отверстия к центру цветка. Ставим кончик насадки в центр и, нажимая на корнет, формируем лепесток. Делаем вот такое движение, то есть от центра пряника ведем насадку широким концом по центральной прямой линии лепестка. Немного поворачиваем пряник, образуя кончик лепестка, и обратно в центр. Перестаем нажимать на корнет и отпускаем. Это один из вариантов лепестков, которые я сегодня буду показывать. Можно сделать и по-другому, тем более если насадка маленькая, как у меня. Ставим в центр насадку, нажимаем на корнет и формируем широкий лепесток. Делаем вот такое движение от центра, движение по типу петли по всей окружности лепестка и возвращаемся в центр. Перестаем нажимать на корнет и отпускаем. А внутри делаем маленький лепесток, как первый лепесток. И покажу еще один тип лепестка, который я буду делать. Насадку поворачиваем тонкой стороной отверстия в центр пряника. Корнет нужно держать почти вертикально с небольшим уклоном. Нажимаем на корнет и формируем тоненькие лепестки по типу первого лепестка. То есть от центра по прямой линии небольшой совсем поворот, формируя кончик лепестка, и обратно в центр. Как-то так. Начнем с маленького пряника. Отмечаю центр пряника, насадку периодически нужно вытирать от лишней глазури на ней. И делаем, как я вам показывала. Центр, делаем петлю, обратно в центр, отпускаем. Центр, петля, обратно в центр, отпускаем.
Внутри маленькие лепестки, центр по прямой линии, обратно в центр отпускаем. В глазурь для цветов я рекомендую добавить крахмал. Он удерживает влагу внутри, и айсинг после высыхания не такой твердый, то есть цветы будут более кусабельными. Далее буду делать большой пряник, поэтому нужно сменить насадку. Вынимаю из чистого корнета корнет с айсингом и насадку. Вставляю в этот корнет насадку побольше и возвращаю корнет с айсингом. Формирую цветок побольше. То есть чистый корнет мы используем для смены насадок, как переходник. Насадки, которые уже использовались, нужно положить на влажное полотенце и накрыть тем же полотенцем влажным, иначе айсинг на них высыхает. Также и корнеты с глазурью, которые уже использовались, нужно накрыть влажным полотенцем, чтобы айсинг не сох в отверстиях. Если насадкой вы уже далее не будете пользоваться, то рекомендую опустить ее в какую-нибудь емкость с водой, иначе опять же айсинг будет сохнуть и потом тяжело ее будет очистить. Далее нужна вот такая простая насадка номер 1, с помощью нее я делаю центр у пряника. Если такой насадки нет, то можно это сделать просто из корнета. Следующий пряник роза. Делаю лепестки широкие и не от центра цветка. Обратите на это внимание. Каждый следующий лепесток делаю захлестом на предыдущий. Но центр на прянике все равно нужно пометить, так как все лепестки должны сойтись в центральной точке. Я делаю 3 вида цветков, как и в предыдущем видео, но планирую еще создавать подобные видео в дальнейшем. Напишите, пожалуйста, в комментариях какой-нибудь один цветок, который вы хотели бы увидеть больше всего. Я почитаю ваши комментарии и выберу самый популярный ответ и создам видео. Если придумаю, как сделать такой цветок без насадки, покажу, и покажу, как сделать его с насадкой. Здесь для последнего ряда лепестков на маленьком прянике я сменила большую насадку на насадку поменьше. Комментарии, лайки, подписка – это все ваша награда за мои старания, а также помощь в продвижении моего канала. Если же вы хотите поблагодарить меня материально, то ссылка есть в описании под видео. Когда вы меняете цвет глазури, а насадка остается прежней, то не нужно бежать и мыть ее. Достаточно просто выдавить немного глазури, чтобы вышел весь предыдущий цвет и начался нужный вам цвет. И можно продолжать работать. Следующие лепестки создаю по третьему принципу. Центр, по прямой линии тонкий лепесток и обратно в центр отпускаем. Не забываем, что здесь насадку поворачиваем тонкой стороной отверстия к центру, в отличие от предыдущих двух цветков. Консистенция глазури очень важна, так как если она получится у вас слишком густой, твердой, то вам будет сложно с ней работать, будет тяжело выдавливать ее из корнета, не получится сформировать аккуратные плавные лепестки. Кончики лепестков будут оборванными, скорее всего, рука очень быстро устанет. Если же консистенция глазури будет недостаточно густой, то лепестки будут сливаться, не будет четкого рельефа, верхний ряд лепестков может опасть на нижний, цветы не будут выглядеть аккуратными и реалистичными. Поэтому не ленитесь, пробуйте, переделывайте глазурь в случае ошибки, ищите ту самую консистенцию.
Тычинки здесь сделаем от центра цветка, чтобы была возможность закончить их на самом краю второго ряда лепестков. В таком случае, если все делать аккуратно, будет казаться, что тычинки немного парят в воздухе над лепестками нижнего ряда. Посмотрите внимательно. Но тут я рекомендую сначала сделать тычинки, а потом уже центр цветка, как и в прошлом видео. Я немного неправильно здесь сделала. Но это не испортило цветок. Листики делаем по первому принципу создания лепестков, но не отрывая корнет от пряника после каждого лепестка, а продолжая их создавать таким волнообразным движением. Вот такие чудесные красивые цветы у меня получились, оцените, мне они очень нравятся, на фотографии они выглядят как живые, да и в реальности очень похожи на живые цветы, так и хочется их понюхать. Представляете, какой восторг испытает тот человек, кому подарят такие вкусные и красивые цветы. Если вы досмотрели видео до конца, вас ждет бонус. Я вам сейчас покажу, как сделать бабочку с использованием насадки. Такую бабочку я делаю впервые, у меня осталась глазурь, и я решила, почему бы не попробовать, по-моему, получилось очень хорошо. Надеюсь, видео было для вас интересным и полезным. Не забывайте отмечать меня в инстаграме, поделитесь своими работами. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много интересного. Всего вам доброго!